Иван Михайлович Кузнецов не искал беды, она сама настигла его. Он шел по старой таежной тропе, проверяя селки на рябчика. Воздух был холодный, пах сырой листвой и первым снегом. Внезапно тишину разорвал яростный, полный боли рев. Иван пригнулся и бесшумно двинулся вперед. На поляне 5 волков окружили крупную рыжую рысь. Один ее бок был разорван, кровь темнела на шерсти, но зверь стоял насмерть. Вожак готовился к решающему прыжку. 10 лет Иван жил по правилу «не вмешиваться». Тайга сама решает. Но сейчас он вспомнил глаза товарища, погибшего когда-то на льду, тогда он не успел помочь. Второй раз смотреть на смерть он не мог. Он вышел из укрытия и выстрелил из старого ИШ-58 в воздух. Грохот раскатился по сопкам. Стая дрогнула и, злобно оглянувшись, ушла в лес. Рысь рухнула на землю. Она смотрела на Ивана с ненавистью. Для нее он был всего лишь другим хищником. Но оставить ее значило обречь на мучительную гибель. Он принял решение. Соорудив волокушу из молодых елей и своей куртки, Иван с трудом перетащил почти 60-килограммовое тело к заимке. В сарае, пахнущем сеном, он обработал рану перекисью и марганцовкой, зашил ее, тихо разговаривая со зверем. Когда игла входила в кожу, рысь рвалась и рычала, но постепенно стихла. Это была борьба воли, и человек победил не силой, а спокойствием. Ночью Ивану снова снился погибший друг. Утром рысь была жива. В ее взгляде исчезла ненависть, осталась настороженность. Он мысленно назвал ее тайгой. Тем временем молодой государственный инспектор Дмитрий Орлов заметил тревожные признаки. Волки в его секторе стали слишком агрессивны. Он заподозрил браконьеров. На поляне нашел следы схватки, гильзу и отпечатки тяжелых ботинок. Следы волочения вели к старой заимке. Разговор с Иваном вышел напряженным. Дмитрий знал, держать дикого зверя – нарушение закона. 3 дня, сказал он. Либо сдаете рысь в центр реабилитации, либо я вернусь с ордером. Он ушел, но сомнение уже поселилось в нем. Продолжая обход, Дмитрий обнаружил скрытую кормушку и расставленные вокруг стальные капканы. В одном бился молодой волк. Это было не охотой, это было истреблением. Браконьеры выбивали кормовую базу, поэтому стая и стала такой голодной. Из темноты вышли двое – Глеб и Вадим. Они обезоружили инспектора, связали его. Решив позже разобраться со свидетелем, ушли и этим дали ему шанс. Очнувшись и освободившись, Дмитрий услышал выстрелы со стороны заимки. Он понял, браконьеры пришли за рысью. На заимке уже шла перестрелка. Старое двуствольное ружье Ивана против современных карабинов. Понимая, что выкурить старика трудно, Глеб бросил горящую тряпку в сарай. Пламя вспыхнуло мгновенно. Изнутри донесся отчаянный рев. Иван выскочил из укрытия и попал под огонь. В этот миг дверь сарая рухнула, и из пламени вырвалась рысь. Часть ее шерсти горела, но ярость была сильнее боли. Она сбила Вадима с ног. В ту же секунду Дмитрий врезался в Глеба. Завязалась короткая, жестокая схватка. Иван, несмотря на возраст, бросился помогать и закрыл инспектора собой. Нож браконьера вошел ему в бок. Эти секунды спасли Дмитрию жизнь. Он сумел выбить оружие. Рысь встала между раненым Иваном и врагом, оскалив пасть. И тогда из темноты раздался вой. Стая окружала поляну. Браконьеры дрогнули. Вадим бросился бежать. Глеб исчез в лесу. На поляне остались трое: раненый таежник, инспектор и рысь. Дмитрий вызвал помощь. Через час вертолет унес Ивана в больницу. Перед тем, как его погрузили на носилки, тайга тихо ткнулась лбом в его плечо. Иван выжил. В больнице они с Дмитрием много разговаривали. Молодой инспектор понял, закон – это не только запреты, но и защита жизни. Благодаря их показаниям браконьерскую сеть раскрыли. Иван больше не был отшельником. Он стал помогать заповеднику советом и опытом. Тайга не возвращалась, и он принял это. Дикий зверь должен жить свободно. Прошел год. Осенью они с Дмитрием поднялись на сопку. На противоположном скальном уступе стояла рысь. Сильная, грациозная и не одна. Рядом неуверенно переступали два рысенка. Она долго смотрела на Ивана.
В ее взгляде было узнавание. Потом мягко подтолкнула детенышей и увела их в лес. Иван опустил бинокль, не скрывая слез. В ту ночь он спас не просто одну жизнь, он спас будущее. И вместе с ним вернул себе смысл жить дальше.